Всем привет! Добро пожаловать на канал V-News. В этом видео мы поговорим о том, чем занимались участники BTS в последнее время. Как многие из вас знают, они сейчас работают над своим большим камбэком, запланированным на следующий год. Как вы знаете, RM первым прилетел в Лос-Анджелес. Затем последовали Суга, Чингук и Чимин. Затем к ним присоединился Ви, который прилетел из Парижа в Лос-Анджелес. В своем последнем прямом эфире Джин сказал, что тоже встретился с участниками в Лос-Анджелесе. Так что, похоже, он уже начал работать над камбэком. А несколько часов назад Джей Хоуп тоже покинул Корею и прилетел в Лос-Анджелес по той же причине, чтобы поработать над камбэком BTS в полном составе. RM и Суга недавно вернулись в Корею, чтобы побывать на мероприятии Friends Уитин, и Джей Хоуп тоже был с ними. Думаю, большинство из вас знают об этом, потому что их фотографии и видео стали вирусными, и все только об этом и говорили. Многие фанаты думают, что они все еще в Корее, в то время как другие считают, что они, возможно, тайно вернулись в Лос-Анджелес, но пока ничего не подтверждено. Недавно фанаты заметили Чимина, Чингука и Ви, и Чимин прошел мимо нескольких фанатов, пока они ели, и их реакция показала, насколько они были удивлены и счастливы. Он улыбнулся и тепло поприветствовал их, а реакция ARMY на Чимина стала вирусной. Все фанаты обсуждали видео, и все говорили о том, как люди отреагировали на BTS. Конечно, представьте, что вы сидите и едите. Это совершенно обычный день. И тут Чимин проходит мимо вас, и вы обнаруживаете, что Чимин, Ви и Чингук находятся там же, где и вы. Конечно, вы будете удивлены. Так приятно видеть, как они проводят время вместе. Должно быть, они очень много работали, и мы надеемся, что они наслаждаются моментом, потому что все с нетерпением ждут камбэка BTS. Камбэк BTS как группы – горячая тема. Не только ARMY в восторге, но и многие пользователи сети с нетерпением ждут их возвращения. Все верят, что они побьют рекорды и даже сломают интернет. Еще до того, как Hype Entertainment или участники BTS что-либо сказали, фанаты гадали, когда же BTS вернутся как группа. Некоторые говорили, что они выпустят альбом всего через несколько месяцев после окончания службы в армии и проведут тур по награждению в начале 2026 года. Другие считали, что они выпустят альбом и отправятся в тур в 2025 году. Было много мнений, но наконец-то мы получили официальное заявление не только от компании, но и от самих BTS, и это, безусловно, стало лучшим моментом, хотя ARMY знали по шумихе, что группа официально вернется в марте 2026 года. Однако, услышав это напрямую от участников, фанаты были очень воодушевлены. И на своем первом совместном концерте BTS сказали: «Мы выпустим новый альбом BTS весной следующего года. Начиная с июля, мы все 7 начнем тесно работать над новой музыкой». Они также сказали: поскольку это будет групповой альбом, он отразит мысли и идеи каждого участника. Мы работали над ним с тем же настроем, что и в самом начале. Вот что рассказали участники BTS на своем первом Weverse Live о своем камбэке. Эта новость очень обрадовала ARMY. Все обсуждали ее в социальных сетях. Услышать ее напрямую от участников группы было словно исполнением мечты. Ожидания от камбэка BTS, безусловно, высоки. Как мы все знаем, это международная группа, и за ними будет наблюдать весь мир, не только фанаты, не только ARMY, но все, и все с нетерпением ждут их камбэка. И вам не обязательно быть фанатом, чтобы наслаждаться музыкой BTS. Они — легенды К-попа, и их камбэк определенно побьет все рекорды. Разные мнения фанатов — это нормально. Невозможно, чтобы все были в чем-то согласны. Поэтому, когда было подтверждено, что камбэк BTS состоится в 2026 году, а не в 2025, некоторые фанаты были удивлены. Они думали, что BTS вернутся всего через несколько месяцев после окончания службы в армии. Но затем генеральный директор Hype объяснил причину, сказав, что BTS нужно время на подготовку. «Мы готовимся, обсуждая все с ведущими композиторами. Но артистам нужно тщательно продумать и подготовиться.
Обычно мы работаем над песней, выпускаем альбом, а затем отправляемся в тур. Но поскольку BTS стали ведущими мировыми артистами, мы постоянно обсуждаем наше видение и дальнейшие шаги. Поэтому нам нужно время, чтобы объединить наши усилия. Вот что сказал генеральный директор HYBE о камбэке BTS. И это действительно логично. BTS – глобальная группа, и, конечно же, им нужно время, чтобы подготовиться к чему-то большому. И, честно говоря, нелогично ожидать полноформатного альбома и тура всего через несколько месяцев после увольнения из армии. Но, к счастью, большинство армий это понимают, особенно после первого прямого эфира участников BTS, где они поделились своими планами. Они сказали, что хотят дать своим армии самые лучшие и передать лучшие послания своим камбэком. И, как мы все знаем, камбэки BTS всегда имеют смысл. У них всегда есть послание. Поэтому, конечно, их камбэк в составе из 7 человек потребовал времени. И теперь некоторые из вас могут задаться вопросом, если камбэк BTS состоится в 2026 году, то чем участники будут заниматься в этом году? Ответ таков: в этом году участники BTS сосредоточатся на своей сольной деятельности. Они так сильно выросли по-своему, и ARMY – их часть. Безусловно, ожидания всех ARMY по всему миру очень высоки. Многие надеются на сольные альбомы каждого участника, и более того, некоторые ARMY даже мечтают о турах для каждого участника. Если бы все 7 участников BTS отправились в сольный тур, это было бы историческим событием. Не только для BTS, но и для всего K-POP. Это показало бы, насколько они выросли и насколько силен каждый участник как сольный исполнитель. Однако, что бы они ни делали, важно одно. Мы должны продолжать поддерживать всех 7 участников с одинаковой любовью. Они всегда усердно работают, даже когда мы этого не видим. Они репетируют, планируют, пишут и создают музыку только для того, чтобы радовать ARMY. Вот почему так важно, чтобы фанаты и ARMY проявляли такую же любовь к участникам, оказывали им любовь и поддержку, которых они заслуживают. И мне очень нравится, как BTS всегда так заботится о своих фанатах. Они собрались все вместе и провели прямую трансляцию в полном составе. Они пообщались с ARMY и подтвердили, что новый альбом действительно выходит и что они над ним работают. Более того, они также подтвердили тур. И тот факт, что они лично поделились своими планами, показывает, как сильно они ценят своих фанатов и ARMY. Компании могли бы сделать это объявление, но BTS хотели сделать это сами. И это действительно о многом говорит. Я говорил это раньше и скажу еще раз. Все 7 участников BTS заслуживают любви и поддержки. Не только как группа, но и как сольные исполнители. Мне грустно, что некоторые фанаты до сих пор не поддерживают их индивидуальные начинания. Я правда не понимаю, почему, ведь очевидно, что каждый участник BTS невероятно усердно работал в свою сольную эру. С тех пор, как на ужины феста в 2022 году они объявили о своем решении сосредоточиться на сольном творчестве, я всегда считал, что Chapter 2 – одно из лучших событий, произошедших с участниками BTS. Конечно, у каждого фаната свое мнение. Некоторые предпочитают BTS как группу, в то время как другие больше наслаждаются сольной эрой. Но подавляющее большинство ARMY проявили любовь и поддержку к сольному путешествию каждого участника и, конечно же, как группы. И это действительно прекрасно. Здорово видеть, что подавляющее большинство ARMY поддерживают BTS как группу. Они поддерживают их. Они дарят им всю свою любовь. И когда они начали сольную карьеру, мы также видели, как подавляющее большинство ARMY поддерживало каждого участника BTS. И это действительно прекрасно. Что касается меня, и это мое личное мнение, я поддержу любое решение BTS. Я просто хочу, чтобы больше фанатов могли проявить такую же любовь ко всем 7 участникам. Они все заслуживают любви. Поэтому я просто надеюсь, что все фанаты полюбят их всех. И, кстати, все волнения связаны не только с альбомом, но и с туром. BTS сказали, что хотят отправиться в самый большой тур в своей истории.
Они упомянули о посещении стран, в которых никогда раньше не были, и хотят встретиться с фанатами в самых разных местах. И, честно говоря, ARMY сейчас на 7-м небе от счастья. Все так рады, что камбэк BTS в полном составе наконец-то подтвержден. Раньше это казалось мечтой, но теперь это реальность, и это будет одно из самых грандиозных возвращений в истории музыки, и не только в кей-попе.